Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Москва предъявила Еревану газовый ультиматум, что в случае дальнейшего сближения с ЕС страна может потерять льготные цены на газ и нефтепродукты, как для стран ЕАЭС. Армения получит газ бесплатно в обмен на транзит по маршруту Трампа, заявил Пашинян. По его словам, через страну планируется проложить газопровод, а расчет за транзит будет осуществляться поставками газа. По его словам, вскоре заработает ТРИП, маршрут Трампа, и скорое развитие альтернативной энергетики в Армении сделает ее энергонезависимой. Борис Леонидович, пожалуйста, расскажите, а что это за возможный транзитный маршрут газа? Почему в принципе Армения получает газ и нефть по каким-то льготным ценам? Как это так? Ну, цены льготные, потому что есть соглашение торговое Евразиатского экономического союза, там все расписано, кто получает, что получает. Поводов волноваться по этому поводу не вижу. Цена газа для Армении в 3 раза выше, чем наша внутрироссийская стоимость. Соответственно, «Газпром» без прибыли не остается, налоги в бюджет поступают, все в порядке. Объемы небольшие, но Армения и сама страна не самая большая, прямо скажем. На всякий случай по поводу газа могу напомнить, что газ идет еще из юга, из Исламской Республики Иран, в соответствии с подписанным в 2002 году соглашением газ в обмен на электроэнергию. С 2007 года работает, когда специально к Сюникскому району Армении привели газоотвод от единой системы газового снабжения Ирана. Расчет не в деньгах. Одна единица газа – это 4 единицы электроэнергии. Вот 3 возвращаются в Иран в качестве оплаты за газ, 4 остается в Армении, и на этом работают газовые электростанции. Газ из России дополняет, никакого обмена здесь не требуется. У нас, собственно говоря, и соединение электросетей отсутствует. Не по той причине, что кто-то что-то затеял, задумал нехорошее, просто поскольку у Армении и России прямой границы нет, прямая граница с Ираном. Совсем недавно находилась Армения в состоянии энергетической блокады, не поступала электроэнергия из Азербайджана и из Турции по политическим соображениям, Грузия была энергодефицитна. Было сложно, и в результате того, что работали только с Ираном, произошла синхронизация объединенных энергосистем Армении и Ирана, соответственно, электроэнергии из России получить невозможно, из Грузии в крайне ограниченном количестве. Линии электропередач между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией по-прежнему не работают. Они, собственно говоря, уничтожены. Если действительно будет и дальше происходить нарушение уставных документов ЕАЭС, Россия будет вынуждена реагировать соответственно. Если нарушается торговое соглашение, ну, ответная мера совершенно зеркальная. Вы нарушаете, значит, вас это не устраивает. На мой взгляд, это повод задуматься. Ответ про транзитный маршрут, а кто откуда будет транзитировать, для чего, какой газ, куда должен идти. Армения как транзитная территория. Какой газ откуда? Куда? Из ниоткуда в никуда по маршруту Трампа. Для чего? Для того, чтобы газ с основной территории Азербайджана пришел в Нахичеванскую автономию? Не надо, не требуется, поскольку газопровод в Нахичевань построила Турция. То есть там вопрос решен, для чего дополнительное капиталовложение, чтобы ту же проблему решить еще раз. При этом Турция поставляет в Нахичевань азербайджанский газ. Здесь все в порядке. Понятно, что не физически осоповый, но для Нахичевани отдельно выделен объем газа, необходимый автономии по газопроводу ТАП-ТАНАП. Азербайджанский газ приходит на территорию Турции. Турция поставляет газ в Нахичевань, вычитая тот или иной объем в соответствии с тем, что происходит. Дополнительный газопровод. Куда? По коридору Трампа. Из Азербайджана через Сюникский район Армении в Нахичевань. Но там есть газ. В Турцию, ну, для Турции есть этот газопровод, работает вполне исправно. Может быть,
будут осуществляться поставки, не знаю, американского СПГ в Баку и потом, ну, не знаю, куда-нибудь. Мне географическая карта ничего не может сказать по поводу вот этих изобретений. Они достаточно странно звучат. Я понимаю, что предвыборная пора, можно сгоряча и не такое сказать, но мне кажется, что все-таки те, кто живет в Армении, ну, свою карту знают, они понимают, где они расположены. Не знаю, мне сложно комментировать. Мне кажется, нужны другие специалисты, отнюдь не в энергетике. Ну, что касается того, что новая зеленая генерация обеспечит Армении процветание и прочее, прочее, мы, по-моему, уже достаточно подробно разбирали. Для того, чтобы поставить электроэнергию из Армении в Европу, когда приезжали европейские эмиссары, именно вот этот проект обсуждался. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Case Guru CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Eclipse и Case Guru Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Case Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Необходимо проложить линию электропередач из Армении в Грузию и по дну совершенно спокойного, мирного Черного моря дотянуться либо до Румынии, либо до Болгарии. Все это мы разбирали в числах. Грубая оценка того, что необходимо для этого, порядка 14 миллиардов долларов, поскольку это не только новая солнечная электростанция, но и система накопления энергии, но и кабели высокого напряжения постоянного тока. Вот все это стоит достаточно серьезных денег. Кто их намерен выделять, как на этом можно заработать, с учетом того, что для поставок электроэнергии нужно подписывать контракты с европейскими компаниями, которые работают в рамках тех правил, которые Евросоюз разработал и применяет. Долгосрочных контрактов не предвидится, что-то разовое по какой цене удастся продать, какие объемы. Мне кажется, это какие-то фантазии, может быть, вот такая ответная реакция с одной стороны, с другой стороны, Армения достаточно давно не принимает участие во всех многосторонних встречах в рамках ЕАЭС. Вот, и сегодня в Астане мы как-то представители Армении, ну, не знаю, я не увидел. Я не очень хорошо слежу за политическими событиями, меня больше энергетика интересует. Но если Армении не интересно участие в ЕАЭС, тогда надо работать на общих правилах. Ничего страшного при этом не происходит. Вот Республика Узбекистан тоже в ЕАЭС не входит. Но как-то договаривается, находит двусторонние интересы. Достаточно плотно работает с Россией. Газ пошел, да, цены не европейские, но и отнюдь не те, которые сейчас действуют на территории ЕАЭС. Они немножко выше, прямо скажем. Добиваться независимости, ну,
В принципе, из бывших советских республик достаточно многие добились независимости от здравого смысла. Блестяще выглядят республики Прибалтики. Замечательно себя чувствует бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика. Независимость от здравого смысла в полном разворот. Вот больше мне сказать особо нечего, потому что если нет понимания географического расположения, особенностей твоей территории, особенности работы объединенной энергосистемы, ее связанности с соседями, ну, тут можно любые фантазии придумывать. Ну, нельзя прокачать большой объем электроэнергии из Армении в Грузию. Грузия по-прежнему синхронизирована с единой энергосистемой России. Нам удобно, у нас обмен электроэнергией не заканчивался даже в 2008 году, и после него, когда отношения были крайне напряженными, а напряжение было на месте, и частота была на месте, и все было в порядке. С Азербайджаном единая энергосистема, синхронизированная, перетоки можно в любом объеме осуществлять между Азербайджаном и Грузией, да, тоже все в полном порядке. Армения может получать электроэнергию только из Ирана. Ну, так сложилось, вот исторически. В этом веке все выглядит именно вот так. В связи с появлением коридора Трампа реактивная мощность не изменится, и дельта для 50 Гц тоже изменений не претерпит. Как связано одно с другим, я не понимаю. И вряд ли смогу понять, пока не увижу какой-нибудь проект. Через нас пройдет транзитный газопровод. Ну, первый вопрос, откуда, куда, какой мощности, в каком году будет построен, где можно увидеть технико-экономическое обоснование, кто финансирует, кто обеспечивает ресурсом. Мы ничего это не слышим, слышим заявление, через нас пройдет транзит. Ну, хорошо. Я завтра выйду на сцену Большого театра, чтобы исполнить балетную партию в спектакле «Щелкунчик». Вы же мне не поверите, почему я должен верить вот таким заявлениям. Я не вижу никакой энергетической составляющей в этих словах. Это набор слов. Если внезапно предположить, что внутри соглашения о коридоре Трампа, его, как известно, подписывали в Вашингтоне в присутствии мистера Трампа, два руководителя двух кавказских республик, Азербайджана и Армении, может быть, там что-то внутри есть. Но для того, чтобы поставлять новые объемы газа в Европу, во-первых, этот газ надо иметь. Если сейчас свободные мощности у Азербайджана, мне сказать сложно. Совершенно точно газа им хватает для собственного потребления, но часть из этого газа идет с нефтяных месторождений в виде попутного газа, дополнительная очистка, и газ уже товарный. Морские месторождения потихоньку вырабатываются, требуется поддерживать пластовое давление. Не исключено, что большие объемы газа придется закачивать в пласт. Тогда возникнет легкий дефицит, но Азербайджан перестрахован. Магистральный газопровод, который был построен еще в советское время для того, чтобы обеспечивать Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику в полной исправности технической. Это же не Евросоюз, Азербайджан вполне цивилизованная страна, поэтому что-то взрывать, разрушать, уносить в металлолом, такой привычки здесь нет. Азербайджан сам себя подстраховывает тем, что будет возможность в любой момент договориться с Россией. Новые какие-то объемы. Ну, мы много раз слышали истории о том, как азербайджанский газ спасает всю европейскую систему. То одна страна подпишет договор, то другая, то на 500 миллионов кубометров, а то кое-кто на миллиард подписывает. Для Азербайджана совершенно здравое поведение. Чем больше покупателей, тем спокойнее себя чувствует продавец. Борис Анатольевич, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш канал ФМАКС, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.